Всем добрый день, друзья, всем большой салам. Одно из наших предыдущих видео, где мы готовили туира, очень вам понравилось. Там уже больше 150 тысяч просмотров, очень много положительных комментариев от вас. За это вам большое спасибо. И сегодня по этому случаю я решил приготовить опять что-то из нашей национальной кухни. Говоря о национальной кухне, я имею в виду кавказскую кухню, потому что то, что я сегодня готовлю, готовят как остины, так и кабардинцы. У нас это называется толан, у кабардинцев это называется джадлибжа. В принципе, кавказская культура в очень многих моментах переплетается. Одни заимствуют у других, другие у третьих. Поэтому говорить о конкретно исконном происхождении чего-либо уже не имеет смысла в наши дни. Так что, если у кого-то вдруг это блюдо как-то по-другому называется, третий вариант появится или четвертый, то пусть так оно у вас и называется. Не надо мне писать лингвистический разбор названия этого блюда или еще что-то подобное. Это блюдо по-русски можно назвать белый соус, так как оно готовится на основе куриного бульона. И, возможно, многие его даже не то что пробовали, возможно, даже не видели многие. Обычно его готовят дома на камфорках, на газовой печке, но так как мы выехали на природу, мы решили сообразить что-то подобное. Называется эта штука римская свеча, и я надеюсь, она нас не подведет сегодня. Начнем готовить. Первым делом нам надо сварить курицу. Курица должна быть по-хорошему жирной. Чем жирнее курица, тем вкуснее будет потом соус. И желательно домашняя, чтобы курица была. Например, вот это еще вчера бегала, клевала. Да простят меня все гринписовцы, тамики и подобные. Воду надо долить. Традиционно к толану подается паста, которая на нашем называется каса. Рецепт ее приготовления очень прост. Надо смешать в пропорциях 5 к 1 пшенную крупу и воду. И потом уже, когда все закипит, надо будет еще добавлять манную крупу, помешивать, довести до определенной консистенции, то есть вы все увидите. И потом уже дать форму, остыть. А как ее подают, я вам уже покажу в конце видео. Пасту надо все время перемешивать, чтобы она не слипалась. Ну и также при появлении пенки ее тоже надо снимать. И, кстати, о пенке. У нас уже с куриного бульона тоже необходимо снять пенку. Ничего себе, быстро закипела у нас уже вода с курицей. Я вообще не ожидал, что эта свеча так хорошо будет газовать. Эта римская свеча крутая штука, но один минус. Дым идет во все стороны и постоянно в глаза попадает. Такое ощущение, как будто прям готовишь и рыдаешь. Когда бульон закипит, необходимо посолить хорошенько. Теперь, когда крупа сварилась, необходимо добавлять уже манную крупу и сразу перемешивать. Посуду под пасту нам надо
протереть сливочным маслом, чтобы паста не прилипала. И потом уже выкладывать сюда эту пасту. Кашу масло есть. Угу. Теперь пасту нам надо убрать в холодное место, чтобы паста у нас чуть затвердела, остыла, и потом ее можно было нормально кушать. Так, курица сварилась, надо и мясо достать теперь. И пока отложить. Все достали. Теперь начинаем готовить сам соус. Для этого нам надо растопить сливочное масло. Сейчас нам надо лук пожарить до золотого цвета и потом уже залить примерно пол-литра сметаны. Причем не просто сметаны, а домашней, без этикетки. Лук поджарили, теперь надо добавлять сметану. Необходимо постепенно добавлять муку. И сразу же перемешивать. Так, вот теперь добавляем наш бульон в соус.
Так, в конце еще добавляем молоко. Примерно 700 миллилитров. Ну, до литра, короче. Надо все делать быстрее, пока у нас свеча не развалилась. Добавили 2 лавровых листа и буквально 2 зубчика чеснока. Мы выдавливаем сразу в кастрюлю. Вовремя поменяли. В общем, вовремя переставили наш соус, а то он бы уже упал, облился. Под конец добавим чуть-чуть красного перца острого. Перемешиваем. И пусть постоит на огне еще минут 5. В итоге сколько эта свеча прогорела? Часа 2, да, наверное? Кто будет брать такую свечу на природу, рассчитывайте, что 2 часа она вам прослужит, а потом уже будет разваливаться. Соус на огне должен дойти вот до такой консистенции. Ну, примерно как у сливок консистенция бывает, вот такая. Не совсем густая, она потом остынет и станет гуще. Это не пироги, крутить можно. Это мне. А это многоуважаемому оператору. Как я и говорил, традиционно к толну подается паста. И чтобы было понятно для чего, надо вернуться в значение самого названия. То есть в переводе толн означает как слово макать. И вот исходя из этого уже приходит понимание, для чего нам паста. Идеальное сочетание соуса и вот этой пасты. Вот нормально жили, пока хлеб не придумали. Вкусно же было. Вот так мы проводим последние солнечные дни осени. Собственно, я думаю, уже не будет таких дней в этом году. И на такой позитивной ноте мы заканчиваем наше видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на данный канал, чтобы не пропустить следующие более интересные видео. Всем удачи, всем пока!